Маленький белый щенок появился на свет прямо на улице и с первых дней привык к шуму машин, холоду и постоянным поискам еды. Пока рядом была мать, он чувствовал себя относительно спокойно, но однажды, заигравшись возле дворов, убежал слишком далеко и потерял дорогу назад. Несколько часов малыш бродил между домами, пытаясь найти знакомый запах, а к вечеру оказался возле старой мусорной площадки. Там его заметила компания подростков. Увидев худого грязного белого щенка, ребята начали смеяться над его смешной походкой и пугливостью. Снимали его на телефоны и пытались подозвать, но никто даже не подумал помочь. Испуганный малыш спрятался под деревянным ящиком и просидел там до ночи. Утром его обнаружила молодая женщина по имени Ольга. Щенок дрожал, был сильно истощен, а его когда-то белая шерсть почти полностью покрылась пылью и грязью. Женщина завернула его в куртку и отнесла домой. Несколько дней она кормила малыша, согревала и обрабатывала небольшие ранки на лапах. Казалось, щенку наконец повезло. Однако вскоре Ольга поняла, что не готова постоянно заниматься животным. Вместо того, чтобы найти ему новых хозяев, она просто отнесла щенка в подвал своего дома, оставив там коробку и миску с водой. Малыш снова оказался один. Он пытался выбраться наружу, тихо скулил у двери, но никто его не слышал. В этом подвале уже жили несколько взрослых бездомных собак, которых время от времени подкармливала пожилая женщина, Валентина. Однажды она заметила, что животные не выбежали к ней за едой, как обычно, а собрались в дальнем углу помещения. Подойдя ближе, женщина увидела лежавшего среди них маленького белого щенка. Взрослые собаки словно сторожили его и постоянно оглядывались на Валентину. Малыш был слабым и обезвоженным, поэтому женщина немедленно отвезла его к ветеринару. Врач сказал, что еще немного, и помочь было бы намного сложнее. После нескольких дней лечения щенок начал есть, вставать и осторожно ходить. Валентина не смогла вернуть его на улицу и оставила у себя, назвав Ральфом. Прошли месяцы. Худой, испуганный малыш превратился в красивого, крепкого пса с густой белоснежной шерстью. Особенно сильно он привязался к пожилой матери Валентины, которая жила вместе с семьей и плохо слышала. Однажды ночью в доме произошла утечка газа. Люди крепко спали и ничего не замечали, но Ральф внезапно проснулся и начал беспокойно бегать между комнатами. Сначала он разбудил Валентину, затем бросился к комнате ее мужа и начал громко лаять. Проснувшись, хозяева почувствовали странный запах и сразу поняли, что происходит. Самое страшное было впереди. Пожилая женщина уже направлялась на кухню и собиралась включить плиту. Ральф встал перед ней и не давал пройти, пока остальные не подбежали и не остановили ее. Все быстро вышли из дома, перекрыли газ и вызвали аварийную службу. Позже специалист сказал, что еще несколько минут могли закончиться большой бедой. Так белый щенок, которого когда-то никто не хотел замечать, однажды спас целую семью. Валентина часто вспоминала тот день в подвале и думала только об одном. Иногда добро возвращается тогда, когда меньше всего этого ожидаешь.